Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать, как и чем я делал стены в гараже или мастерской. Во время работы сталкивался с некоторыми сложностями, которые приходилось решать по ходу. Расскажу, какие лайфхаки или приспособления помогали мне в решении этих вопросов. Присаживайтесь поудобнее, видео не длинное, посмотрите обязательно до конца, а мы начинаем. После того, как я закончил с утеплением стен, закончил с полом, пришло время отделки стен. Так как это техническое помещение, то не хотелось сильно заморачиваться. Хотел обшить все ОСП плитой, но это типично и не особо красиво. Сколько ни крась, а все равно под краской будет проглядываться рельеф стружки или щепок, что в итоге смотрится не очень красиво. Фанера тоже неплохой вариант, но, как я говорил выше, помещение техническое, возможно будет влажно, а фанера, которую можно применять внутри, не влагостойкая, а влагостойкая ФСФ не должна применяться внутри помещения. Другие виды может и есть, но я не стал особо разбираться, так как там ценник был уже выше, чем надо. Поэтому поковырялся в интернете и увидел интересный влагостойкий материал – Kwikdeck. Это строительная плита, произведенная из древесной стружки с добавлением меламина и парафина. И это обеспечивает высокий уровень влагостойкости, а меламин и парафин безопасен для здоровья. На сайте строительного магазина указано, что его можно применять в медицинских учреждениях и детских комнатах. Так что для моего помещения точно подходит, и цена приемлемая. Взял толщиной сразу 16 мм, чтобы к стене можно было что-то крепить в будущем. Плита шпунтованная, это значит, что она имеет шип-паз, и ее легче монтировать. В принципе, мое помещение 6х4 я закрыл за пару вечеров в одну каску. Главное поднять над собой и попасть на шип, а дальше лист уже держится. Пилится обычно дисковой пилой. Ничего сложного, только первый ряд нужно выставить по уровню и выполнять монтаж с разбежкой, чтобы вертикальные швы не были друг над другом. Но это как любые другие плиты, даже ОСП или ламинат. Крепил сначала на гвозди, но у меня были 30 мм и их длины не хватало для достаточной прочности, поэтому крутил все на саморезы. После монтажа плит на стены задумался о том, как я в одного буду их монтировать на потолок. Ответ есть, и он дальше, а пока приступаю к монтажу обрешетки на потолок. Обрешетка будет из доски 25×100 и буду монтировать каждые 350 мм по центрам. Понадобится 12 досок. Так как размеры у досок будут одинаковые, то я решил распилить сразу штабель из досок. Удобно это делать цепной пилой. И так как обрешетку буду монтировать с определенным шагом, то сделал вот такой шаблон-держатель, который я прикручиваю примерно посередине доски, уперевшись в предыдущую. Далее беру доску и просто ее кладу. Далее прикручиваю и откручиваю шаблон. Доска уже держится. По краям я просто прикладываю шаблон и прикручиваю доску. Очень удобно при работе в одного. Далее, после монтажа обрешетки, я понял, что необходимо покрасить стены, иначе краска будет попадать на потолок, который краситься не будет. Для этого я беру интерьерную краску Alicolor и самостоятельно экспериментальным путем добавляю колер. Хотел получить светло-серый цвет. Размешиваю шуруповертом вот с такой насадкой и с гнутой шпильки. Когда покрасил две стены, понял, что серого цвета слишком много получилось и решил поэкспериментировать с двумя другими стенами, пока остановился вот на таком светло-оранжевом. Для потолка я нашел вот такое решение. Новинка у Kwikdeck — это инженерные плиты с декоративным покрытием. Из-за небольшого размера их удобно монтировать на потолок. Они легкие и имеют шип-паз только по длинным сторонам. Это позволяет использовать резанные куски, не привязываясь к шипам и пазам по коротким сторонам. Экономнее и проще. За пару рабочих вечеров и помощи жены потолок тоже был закончен. Мне кажется, это идеальный материал для монтажа на потолок, особенно в технических помещениях. Нет необходимости в дальнейшей отделке. Получаем готовое чистовое покрытие. Стены же у меня должны быть изначально под покраску, так как они будут часто пачкаться и будут требовать со временем перекраски. Швы и отверстия под саморезами можно дополнительно зашпаклевать, чтобы полностью получить идеальную поверхность.
Я не стал насчет этого заморачиваться, как видите, швов практически не видно. И вот в итоге что получилось. Как вам, друзья? Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и пишите в комментах, как вам такое решение и итоговый вид отделки в мастерской. На мой взгляд, довольно неплохо. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и подписывайтесь на канал в Telegram. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!